Приветствую вас на моем канале про кино. Перед вами настоящая коллекция, где есть все. От трагической любви под ритмы MTV до безумной аргентинской сатиры. От жаркой Сицилии до французского неба без пересадок. Вас ждут драмы, комедии, слезы и смех, визуальные шедевры и философские откровения. Каждый фильм как путешествие, где чувства не просят визы. Готовы? Вас ждет кино, которое оставит след в вашем сердце. Поехали! Итак, приготовьтесь к любви, стрельбе, вероновским разборкам и Шекспиру на стероидах. Это «Ромео плюс Джульетта» 1996 года от безумного гения База Лурмана. Он парень из семьи Монтеки, красив, грустен и ходит в гавайки. Она дочь Капулетти, сияет как лампа на балконе. Вместе смертельно влюбленные подростки, которым все по колено, кроме семейной вражды и трагического финала. В главных ролях Леонардо Ди Каприо, еще не Титаник, но уже сердцеед, Клэр Дэйнс, нежная, решительная и очень шекспировская, и, конечно, Мир Куцио, Тибальт, отец Лоренс и целый ансамбль в кожанках с пистолетами и стихами в рифму. Саундтрек невероятно бомбический. Снял, смонтировал и взорвал весь канон Баз Лурман, автор хитов «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби». Шекспир в стиле MTV. Быстро, громко, красиво и с кучей эмоций. Среди зрителей, особенно молодежи 90-х, фильм получил культовый статус. Так что держись за кресло и помни, мое имя Ромео, а это не просто любовь, это трагедия на максималках. А теперь добро пожаловать в солнечную Сицилию, в город под названием Баария. Это не просто фильм, это эпическая семейная сага от самого Джузеппе Торнаторе, того самого, что явил миру такие фильмы, как «Малена», «Лучшее предложение», «Легенда о пианисте» и другие не менее прекрасные картины. Год 2009. Камера, мотор и перед вами 3 поколения семьи Торре-Нуово, живущие в яркой, шумной, колоритной Италии. От фашистов и Второй мировой до коммунистов, романтики и мафии. Сюжет закрученный, как паста феттучини. В главной роли обаятельный Пеппинно, сражающийся не только с неопределенностью, но и за любовь всей жизни. А в кадре мелькают такие звезды, как Маргарет Мадде и даже Моника Беллуччи. И, конечно, музыка от самого Эннио Морриконе. Фильм стал открытием Венецианского кинофестиваля, побеждал в Италии на всех фронтах. Но будьте готовы, вас ждут почти 3 часа настоящего сицилийского киногурме. Так что берите бокал вина, устраивайтесь поудобней и добро пожаловать в Баарию. А теперь у нас на разборке итальянская бомба замедленного действия. 7 друзей, 1 ужин и 1 маленький эксперимент. Положить все телефоны на стол и озвучивать каждое сообщение и звонок. Что может пойти не так? Ну, конечно, все. Вскрываются измены, тайны, двойные жизни и кое-что, о чем лучше бы не знать. Застолье превращается в комедию нравов с оттенком драмы и каплей философии. А финал просто взрыв мозга. «Идеальные незнакомцы» – итальянский драматическо-комедийный фильм режиссера маэстро Паоло Дженовезе. В ролях только сливки итальянского кино. Джузеппе Батистон, Марко Джоллини, Кася Смутняк и другие. Фильм взял все. Давид Ди Донателло, серебряную ленту и даже попал в книгу рекордов по количеству ремейков. Более 20 стран сняли свои версии. Так что если вы хотите посмеяться, попереживать и, возможно, посмотреть на свой смартфон немного иначе, смотрите «Идеальных незнакомцев». Вас ждет история непростых взаимоотношений. Елена – утонченная, интеллигентная женщина, у которой роман с архитектором. Антонио – грубоватый, но чертовски харизматичный механик, который, к слову, встречается с подругой Елены. Казалось бы, ничего общего, но судьба тот еще сценарист. Случайная встреча, искры, скандалы, страсть, и вот они уже вместе. Но кто сказал, что любовь – это всегда просто? «Пристегните ремни» – фильм Ферзана Аспетека, снятый в 2014 году. Мелодрама, драма, комедия, в общем, все как мы любим. В главных ролях опять-таки Кася Смутняк и Франческа Арка. Главные герои разные, как сыр и вино. Красивые итальянские локации и качественная операторская работа. А еще признание критиков и награды за режиссуру, актерскую игру и музыку. Хочешь посмотреть? Фильм доступен на онлайн-платформах. Заходи, включай, и пусть твоя душа тоже немного полетает над Лечче. Так что пристегни ремни, впереди буря ярких чувств. А теперь представь себе 6 абсолютно диких, безумных и до жути правдивых историй. Их объединяет слоган «В каждом спит зверь, не буди его». Добро пожаловать в мир, где нервы сдают, тормоза отказывают, а здравый смысл берет отпуск. На борту самолета пассажиры, которые однажды обидели одного и того же человека. И угадайте, что же их ждет? На трассе 2 водителя не поделили дорогу, и это перерастает в драку уровня Mad Max. И, конечно же, свадьба, только не такая, как в сказке. Невеста узнает про измену своего избранника прямо во время торжества.
Пиршество гнева обеспечено. Это «Дикие истории», аргентинская черная комедия, номинант на премию «Оскар», абсолютный хит Каннского кинофестиваля и просто фильм, который вы не забудете никогда. Это результат работы талантливого режиссера Дамиана Сифрона. В главных ролях короли и королевы аргентинского экрана, малоизвестные за пределами своей страны. Так что смейтесь, беситесь, сочувствуйте, но главное, не пытайтесь повторить это в реальной жизни. А вот и крепкая драма на вечер. Фильм о том, как обычный отпуск в Таиланде превращается в невероятную борьбу за выживание. В основе реальные события, разрушительное цунами 2004 года. На экране вся гамма чувств, ужас, надежда и крепкая семья, которую даже океан не может разлучить надолго. «Невозможное» – испанский драматический фильм. Снял фильм оскароносный режиссер Хуан Антонио Байонна. Это парень, который умеет делать так, чтобы вы рыдали. В главных ролях Наоми Уотс и совсем юный Том Холланд, на то время будущий Человек-паук. Плюс харизматичный Юэн Макгрегор, как всегда в образе отца, за которого не стыдно. Уотс за эту роль даже номинировали на Оскар. И очень заслуженно. Если хочется почувствовать силу духа и увидеть, как семья борется за жизнь среди водной стихии, это кино точно для вас. Берите плед, горячий чай и готовьтесь к эмоциональному урагану. Невозможное, потому что невозможное возможно, когда рядом те, кого ты любишь. Хотите по-настоящему красивое кино? И чтобы душа дрожала и глаз радовался? Тогда встречайте «Запределье». Снял это чудо Тарсем Сингх, гений визуального ряда. Тот самый, что подарил нам «Клетку» с Дженнифер Лопес, а потом еще и «Бессмертных». Он тут как художник на свободе. Никаких компьютерных эффектов. Все снято по-настоящему в 18 странах мира. В главных ролях харизматичный Ли Пейс. Да-да, тот самый эльф из «Хоббита». И просто волшебная девочка Катинка Унтару, которая мгновенно покоряет сердце. Сюжет, слезы, сказки, смех и все это в одном коктейле. Маленькая девочка слушает фантастическую историю, рассказанную парализованным каскадером, который мечтает умереть. Но сказка оживает, и что началось как фантазия, станет их спасением. Критики говорят, это как если бы Тарковский снял сказку по заказу National Geographic. Короче, если хотите кино, которое одновременно унесет вас в детство и оставит глубокий след, «Запределье» вас ждет. Не забудьте платочек и держите за сердце. Ну а теперь летим на крыльях французской романтики. Представляю вам фильм «Любовь без пересадок». Воздушную комедию 2013 года, в которой искры любви вспыхивают прямо в небе. Он – Антуан Лавелас адвокат, она – Джули – романтичная невеста. И вот судьба сажает их рядом на 7-часовой рейс Париж-Нью-Йорк. Скучно не будет, тут и скандалы, и шутки, и философские разговоры прямо в кресле 17В. «Любовь без пересадок» – французская романтическая комедия. Режиссер Александр Кастаньетти. Молодой, дерзкий, с французским обаянием и в фестивальной номинации. Известен легким стилем и тонким чувством юмора. В главных ролях обворожительная Людивин Санье. Вы точно помните ее из «8 женщин». И харизматичный Николя Бедас. Актер, сценарист, комик и просто француз мечты. Отзывы зрителей как французское вино. Легкие, игристые, но с глубоким послевкусием. Так что если вы в поиске идеального фильма для уютного вечера, «Любовь без пересадок» вас точно не подведет. Эти фильмы как разные аккорды одной мелодии. Каждый звучит по-своему, но вместе создают целую симфонию эмоций. Пусть что-то рассмешит, что-то заставит задуматься, а что-то просто подарит теплый вечер с чашкой чая. Спасибо, что прошли этот путь через любовь, драму, безумие и вдохновение. И помните, хорошее кино не заканчивается на титрах, оно остается с вами. Услышимся!